Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза, и сегодня у нас с вами в обзоре будет разлагатель. С этим героем у меня вообще какая-то мистика происходит на самом деле. Уже сколько раз пытался я записать обзор, уже, наверное, третий день пытаюсь это сделать, и что-то у меня не получается. Постоянно где-то какой-то вот затык происходит. Первый раз, когда записывал, кто-то начал очень сильно стучать. Прям вот в процессе, в разгаре уже, наверное, порядка 10 минут записал, и прям очень сильные стуки начались от соседей, или кто-то в подъезде что-то начал стучать. Ну, не знаю, где-то, в общем, рядом, и вынужден был прервать запись. Второй раз начал записывать и немножко там накосипорил. И, ну, в общем, было принято решение не выкладывать. И третий раз, вот тоже, когда получил новый микрофон, начал все записывать, но не понравилось мне немножко, как это все было отрегулировано в плане звука. Ну, в общем, вот какие-то вот такие волшебные, чудесные события, связанные с разлагателем, с этим несчастным, у меня происходят. Ну, надеюсь, сейчас вы слышите меня хорошо, микрофон сейчас другой стоит уже. Вот, и я думаю, что все будет прекрасно. Итак, прежде чем начнем, всех приглашаю в группу, заходите, полезной информации много очень. Ссылка внизу есть в комментарии, также есть наверху в описании, в шапке, все можно найти, доступ открыт. Заходите, есть чат, есть много полезных разделов, кузницы героев, тир-листы и так далее. То есть всю полезную информацию, связанную с игрой, можно в этом разделе найти, в этой группе точнее. Всех жду, заскакивайте. Так, что у нас с разлагателем? Здесь у нас добавляется защита, также скорость передвижения немножко увеличена, но его вся фишка заключена не в этом. У него есть, ну, скажем так, пару интересных моментов. Во-первых, на 20 уровне у него добавляется один апгрейд на старте. Это очень полезно, это очень хорошо, это можно в свою пользу использовать в таком режиме, как арена. Когда вы стартуете, вам нужно как можно быстрее собраться, нужно собрать как можно быстрее вот эти вот скиллы, оружие, книжки, вот это все понасобирать, чтобы вам намного легче было потом двигаться. И вот этот один апгрейд на старте, он очень многое может решить, может помочь, может спасти вас. И отсюда уже делаем вывод, что в целом разлагатель может хотя бы даже из-за этого подойти вам в использовании на арене. Пусть даже это будет и легкая арена, можно также и на сложной попробовать это все дело испытывать, ну и так далее. По глобальным усилениям давайте вот так сразу перепрыгнем. Если 140 уровень мы откроем, то у нас еще 3 апгрейда добавятся. Соответственно, это должно будет упростить прохождение арены. 4 апгрейда у вас уже будет, и уже будете как-то более уверенно себя чувствовать. Но опять же, к тому моменту, когда вы дойдете до того, что у вас разлагатель будет на 4 звезды и 140 уровень, скорее всего, у вас уже будет куча альтернативы для выбора прохождения той же самой арены и других режимов. А так, сам по себе разлагатель – это герой, который нужен для глобальных усилений, не более. Поэтому давайте смотреть, что он нам дает. На 50 уровне он прибавляет нам плюс 50 очков к здоровью. На 70 уровне 12,5% к урону. Все герои, которые разделяют теневой синдикат, получают множитель урона по отравленным врагам 1,05. И на 120 уровне у нас вот такой вот приятный бонус идет. 25 тысячных множитель урон по отравленным врагам. Это хорошо, это мы применяем абсолютно везде, потому что этот статус-эффект, он работает во всех режимах. И, соответственно, при получении глобального вот этого усиления мы с вами будем мощнее, сильнее, и играть нам будет проще и интереснее в том плане, что мы будем больше урона наносить. По скиллам. Здесь все достаточно примитивно, все достаточно просто. Каждые 3 секунды
Выстреливаем 8 отскакивающих снарядов, которые наносят определенное количество урона при попадании, и число это растет в зависимости от прокачки уровня. Здесь статус эффектов никаких нет, разбирать это все смысла нет, то есть все просто ориентировано на урон и можно добавить, что на массовость. Каждые 10 секунд выбрасываем 3 флакона с ядовитым зельем, который наносит 20% урона каждую секунду, и враги, которые попадают в эти лужи, получают 500% урона от яда в течение 5 секунд. Здесь все аналогично, то есть все то же самое. Смысла здесь заострять внимание не вижу никакого. Все, кого мы с вами положили, заполняют шкалу. При заполнении шкалы устанавливают машину, стреляющую колбами зельем. Она выстреливает 5 колб каждые 10 секунд, и здесь уже ульта накладывает эффект ядовитой смеси. И тут, конечно, интересно было бы посмотреть на то, как это будет выглядеть на 5 уровне, но нет у меня такой цели, чтобы прокачать разлагателя до... точнее, не разлагателя прокачать, а прокачать скилл ульты до 5 уровня, но посмотреть, конечно, было бы здорово и интересно, как это все выглядит визуально. Но опять же, он достаточно слабый. Герой выглядит... да даже он и не выглядит мощно. Он, конечно, у него много всяких там снарядов, куча всего летает, какие-то пробирочки, там скляночки, все это у него летает по карте, то есть видно, что он пытается там нанести как можно больше урона, но у него не получается вообще ни в какую, как бы ни пытался, нету такого режима, в котором он был бы хорош. Но единственное, как изначально сказал, что можно пробовать его варенье. Я думаю, что все, на этом его специалитет заканчивается. Поэтому давайте будем уже переходить в кузницу. Здесь что интересного? Мы с вами выбираем либо область эффектов, либо добавляем один снаряд. И, естественно, я выберу один снаряд, потому что один снаряд, он будет более ценным выбором, чем область. По крайней мере, у него. Здесь выбираем либо множитель на урон, либо добавляем 20% длительности статус эффектов. Но, естественно, у нас урона и так мало, и длительность эффектов никак не выровняет эту ситуацию, поэтому лучше выберем 1.1 к урону. Здесь давайте чуть-чуть подробнее остановимся. Глобальное усиление 10% дополнительного урона от яда. Как только этот герой появился в игре, большинство игроков ломало голову над тем, что это значит и как это работает. Сразу вам объясню, что большое количество в прибавке к мощности в плане очков вы не увидите, прокачав это глобальное усиление. Здесь принцип идет такой. То есть вы открываете это глобальное усиление, добавляете вот эти 10% доп. Урона от яда. И тут нужно понимать, что вы, когда накладываете статус-эффект, у него есть, именно у яда, у него есть два направления. Направление первое, которое более важное, оно повышает ваш урон, благодаря тому, что статус-эффект сам по себе наложен. И второе направление, это именно тот урон, который он над головой моба, он еще выскакивает, это зеленые цифры постоянно, то есть он же отравлен, он же теряет свои очки здоровья при наложенном статус-эффекте, то есть у него он там что-то делает, там чихает, это зеленое вокруг него все летает, и, соответственно, это облако яда, которое будет вокруг врага, вокруг моба, это число, которое выдает сам эффект отравления, оно будет выше на 10%. То есть, если, допустим, сам факт отравления моба давал, к примеру, 100 очков, точнее, забирал у моба 100 очков жизни, 100 очков хп, то, прибавив 10%, у нас получится уже не 100, а 110.
Вот примерно так это работает. Надеюсь, получилось объяснить. Немножко тяжеловатая такая тема для понимания на слух, но по-другому никак. Далее, Эва. Каждая колба разбивается на более мелкие фиалы, увеличивая область поражения. Ну, опять же, все ориентировано на кучу-кучу множество снарядов и так далее, то есть здесь ориентир идет на толпу. Усиливает урон от яда на 20%, а область поражения добавляется множитель 1,2. И с вероятностью в 2% фиалы на 5 секунд оставляют за собой лужи ядовитой смеси 40 уровня, наносящие 20% урона. Какой уровень? Почему 40? Что это значит? Как в этом всем разобраться? Ну, конечно, сейчас сложно об этом что-то говорить, но предварительно, теоретически, я бы предпочтение отдал левой стороне. То есть связка в идеале, универсальная сборка получается именно право-лево-лево. Именно вот такая. Ну, в будущем я думаю, что рано или поздно Эва будет. Мы с вами обязательно посмотрим, как это все выглядит. Ну и сделаем забег. Собственно, к этому забегу мы сейчас с вами и перейдем. Итак, переходим в наш любимый режим, который супер быстрый. И сейчас посмотрим, сколько урона у него получится набить. В первую очередь будем пытаться собирать основное. Вот эту колбу. Уже третий. Добавим количество снарядов. Урон обязательно. Область тоже можем прибавить. Не знаю, нравится кому-то это или нет, но, как по мне, герой, ну, ни о чем. Да, глобальное усиление, да, обязательно нужно его открывать. В игре нет такого героя, который был бы не нужен нам с вами. И разлагатель, естественно, не является исключением из этого золотого правила. Но, тем не менее, в плане комфорта игры за него комфорт как таковой, он не ощущается абсолютно. И это, конечно, ну, не знаю, альтернативы много, поэтому есть всегда за кого поиграть, кому душа лежит. Но в любом случае это немножко грустно от этого становится, то есть немножко это расстраивает. Так, добавляем урон, добавляем книжки. И вот у него вроде бы все это летает вокруг, вот эти вот снаряды, флаконы, ульту запускает он, там машина вот эта появляется, вот эти банки, склянки там тоже летать начинают. Но какой в этом толк? Вот абсолютно толку никакого нет. Я не знаю, получится сейчас сделать 1200 или нет. В прошлый раз, когда я бегал, у меня прям секунда в секунду все получилось, прям вот ровно впритык. То есть моб на отметке в 1200 у меня ровно там в 0,01 секунду получился. Тяжело. Было прям очень тяжело, и он вообще не хочет справляться никак с этим режимом, хотя в целом-то задатки есть. Ну, опять же, может быть, все это из-за того, что скиллы у него не тронутые, но тем не менее есть кузница. Может быть, из-за того, что не хватает Эва, но по описанию Эва как будто бы здесь и ни при чем, как будто бы толка никакого от него нет, ну, это теоретически. И вот чего ему не хватает? 140 уровень сделать, добавить 3 апгрейда, но это тоже его супер сильным не сделает. Фигурка, очередная фигурка, донор глобалок, не более, дает вот этот урон по отравленным. Ну, в целом-то и все. Больше я, честно говоря, ничего не наблюдаю. Поделитесь, кстати, мнением. Вот интересно, если, может быть, я не прав, может быть, какой-то секрет есть у него, который я пока не разгадал. Так, ну-ка давайте-ка нам ярость нужна, потому что уже
Не успеваем. Остается вот 4 секунды и все ровно как в прошлый раз. Не, ну сейчас-то, естественно, тут уже 3 секунды осталось, как будто бы он чуть-чуть сильнее стал. Ну, будем надеяться. Так, и в прошлый раз у него результат был, по-моему, 4,7 или 4,8. Ну, вот что-то около того. Какие-то вот маленькие такие цифры были. О, ну в этот раз 9,6. Конечно, это здорово. Но все равно плохо. Итак, делаем вывод. Герой нужен. Открывать обязательно необходимо для получения глобальных усилений. Здесь этот вариант не обсуждается. Играть тяжело, скучно. Как по мне, вам, может быть, и будет интересно, не знаю. Особенно, может быть, интересно играть на начальных уровнях, когда вы только начинаете играть и, допустим, разлагатель – это у вас первый открытый герой. Но некомфортно, нет кайфа. Вот нет удовольствия от игры за разлагателя. На этом все. С вами был Импреза. Всем спасибо, всем пока-пока. До новых встреч.